Друзья, всех приветствую! Сегодня мы поговорим о таком заболевании, как кариес. По статистике в России кариесом болеют порядка 98% людей старше 35 лет. Это очень высокий показатель, поэтому давайте разбираться. Начнем с определения. Кариес – это сложный медленно текущий патологический процесс в твердых тканях зуба, возникающих в результате сочетанного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних, общих и местных факторов, заканчивающийся деструкцией твердых тканей зуба с образованием полости. Но у нас возникает вопрос, откуда же берется кариес и что способствует его развитию? Было достаточно большое количество теорий, и сейчас ученые пришли к тому, что есть определенные факторы, которые способствуют развитию кариеса. То есть каждая теория, она имела в себе зерно правды, но все равно до конца не отражала общую картину заболевания. На сегодняшний день выделяют следующие факторы. Первое – это наличие кариесогенной микрофлоры. О ней мы подробно поговорим буквально через пару минут. Второй пункт – это поступление с пищей и задержка на поверхности эмали легко усвояемых углеводов. Также по-другому их называют быстрые углеводы, простые углеводы, и они являются субстратом для микроорганизмов. Субстрат – это питательная среда. Третий фактор – это снижение индивидуальной кариес-резистентности. Сюда относится наличие хорошей или плохой наследственности, тип строения зубочелюстной системы, насколько хорошо функционируют слюнные железы, психические аспекты, величина межзубных промежутков. То есть, если у человека скученность зубов, то ему достаточно проблематично будет использовать флосс. Соответственно, у него повышается вероятность того, что будет образовываться кариес в межзубных промежутках. Четвертый фактор, который необходим, это время. Возьмем следующую ситуацию. У нас есть зуб, в котором выделяют эмаль, дентин и пульпу. Но зуб, он помимо верхнего слоя в виде эмали, он имеет еще несколько пленок. И первая пленка – это пелликула, или по-другому ее называют приобретенной кутикулой. На картинке она изображена желтым цветом. Пелликула образуется из гликопротеидов слюны. От состояния пелликулы зависят процессы диффузии и проницаемости в поверхностном слое эмали. Когда мы делаем профессиональную гигиену полости рта, мы используем циркулярные щетки, и они вместе с зубными отложениями снимают пелликулу. Как только зуб начинает контактировать со слюной, начинается процесс образования пелликулы. Занимает он порядка 30 минут. В пелликуле нет бактерий, но они к ней прилипают, и происходит образование следующей пленки. На картинке она выделена коричневым цветом, это зубная бляшка. Зубная бляшка состоит из остатков еды и микроорганизмов. Она не смывается водой, но частично может удаляться при употреблении жесткой пищи. На дне бляшки располагаются преимущественно анаэробы, которые в результате своей жизнедеятельности начинают выделять пировиноградную, молочную, уксусную кислоты. Особенность заключается в том, что в зубной бляшке не работают буферные системы слюны, которые бы ликвидировали кислую среду. Из-за этого начинаются процессы деминерализации эмали. А сейчас мы поговорим конкретно про микроорганизмы полости рта. Согласно расширенной базе данных микробиома полости рта человека, было обнаружено и изучено порядка 800 видов бактерий, из них 58% были культивированы и получили официальное название, 16% были культивированы, но остаются безымянными, и 26% остаются вовсе необработанными. Эти цифры отражают то, что большое количество информации для нас пока недоступно. Streptococcus mutans считается основным патогеном кариеса зубов еще с 1971 года. Выглядит он следующим образом. Он анаэроб, грамм-положительный, неспорообразующий и передается от родителей к ребенку. Людям, которые планируют свою беременность, рекомендуется заранее пролечить все свои кариесы, пульпиты, периодонтиты для того, чтобы в дальнейшем не передать эту инфекцию своему новорожденному ребенку. Было бы слишком просто, если бы кариес вызывал только Streptococcus mutans, поэтому иногда в кариозных полостях его вообще не находят, хотя кариес есть. И помимо вот этого стрептокока находят еще лактобациллы, актиномицеты, которые играют важную роль в построении матрикса зубной бляшки. Матрикс – это, можно сказать, что фундамент. Это таблица, где представлены все виды микроорганизмов, так или иначе связанные с кариесом. Вы можете поставить на паузу и ознакомиться с представителями.
Но они здесь не все, это такие самые популярные. Но природа решила, что недостаточно микроорганизмов, и в результате рядов исследований было обнаружено, что более 100 таксонов грибов являются значимыми составляющими микробиомы полости рта, из которых хорошо разграничены только кандида и малосезия. С таблицей по грибам вы также можете ознакомиться. Микробиома полости рта меняется с возрастом. Например, ребенок, он растет, меняется его зубочелюстная система, и вместе с ней меняется микробиота. Микробиота у человека специфична. Мы не найдем двух людей с одинаковой микрофлорой на 100%. Она штучна, как отпечатки пальцев. Микроорганизмы находятся в постоянной конкуренции. Одни патогенные микроорганизмы могут убивать другие патогенные. То есть без хорошей микрофлоры невозможно нормальное состояние полости рта. Создание вакцины против кариеса могло бы решить проблему раз и навсегда. В марте этого года в Китае, в том самом городе Ухань, была протестирована новая вакцина на крысах. И она показала достаточно хорошие результаты. Преимущественно она работает со Streptococcus mutans. Если вам интересны какие-то детали, то вы можете обратиться к исследованию. Вакцина против кариеса – это долгоиграющий проект. Ученые уже порядка 80 лет пытаются сдвинуться с мертвой точки. У них определенно есть успехи. Поэтому будем надеяться, что на своем веку мы увидим, как работает эта самая вакцина. Параллельно вакцине идет изобретение биопленки. Это тоже ребята из Китая. Биопленка будет работать по принципу пелликулы, то есть она обволакивает эмаль и таким образом создает буферную зону. Там есть несколько типов биопленок. Одна работает по такому принципу, что она препятствует адгезии микроорганизмов на зубе. А вторая биопленка, она будет обладать антимикробным действием. Микробы попадают в эту пленку и умирают. Тоже интересное исследование, можете к нему обратиться. Теперь мы поговорим про классификацию кариеса. По клинике выделяют стадию пятна. Она характеризуется образованием очага деминерализации на эмали без образования полости. То есть здесь, по сути, просто пятнышко. Выглядит это следующим образом. После стадии пятна у нас идет поверхностный кариес. Тут кариозная полость в пределах эмали и эмалево-дентинное соединение. Вот это вот. Оно может быть поражено, но не разрушено. Если поверхностный кариес не лечить, то он переходит в средний. Характеризуется размещением кариозной полости непосредственно в дентине в его плащевом слое. Надо сказать, что первые две стадии они могут протекать достаточно медленно. Но как только инфекция проникает в дентин, она очень быстро распространяется, потому что дентин, он не так сильно минерализован, как эмаль. Вот, например, эмаль 98% минералов, дентин, он порядка 60%, а микроорганизмы, их интересует как раз-таки органика, а не минералы. Если же мы запускаем до глубокого кариеса, то тут уже кариозная полость находится в пределах околопульпарного дентина, вот здесь. При этом она может быть отделена от полости зуба и пульпы лишь тонким слоем первичного или заместительного дентина. Глубокий кариес – это всегда пограничная зона между кариесом и пульпитом. Инфекция, она зачастую уже может проникать в пульпу, и нам придется лечить уже как пульпит. Далее у нас идет классификация по локализации. Выделяют фиссурный, апроксимальный, пришечный и сочетанный кариес. Фиссурный кариес образуется на окклюзионной поверхности жевательных зубов. Фиссуры – это естественные углубления на жевательных зубах. Они бывают разные по форме, воронкообразные, конусообразные, каплеобразные и полипообразные. Последние два типа фиссур более предрасположены к образованию фиссурного кариеса за счет того, что их форма не позволяет достаточно хорошо вычищать зубной налет. Апроксимальный кариес или кариес на боковых поверхностях очень распространен в нашей стране, потому что культуры пользования флоссом у нас как таковой нету. При таком виде кариеса необходимо лечить сразу два зуба. Третий кариес – это пришеечный, он образуется в области шеек. И последний кариес – это сочетанный, когда есть и фиссурный, и апроксимальный, или, например, проксимальный и пришеечный. По течению бывают острый кариес, острейший, хронический, цветущий, рецидивирующий и вторичный. Острый кариес характеризуется значительной деминерализацией. Эмаль становится мелоподобной или матовой, довольно часто поражается большое количество зубов. Острейший кариес – это более агрессивный вид острого кариеса, быстрое возникновение буквально за 2-5 недель.
и очень быстро прогрессирует. Хронический кариес – это медленно прогрессирующая деминерализация. Болевые ощущения могут быть, но они, как правило, незначительны. Множественное поражение зубов не характерно для этого вида. Цветущий кариес, как правило, сопровождается множественным поражением практически всех зубов. Рецидивирующий кариес – это когда кариозный процесс возникает там, где до этого было проведено лечение, то есть под пломбой. Вторичный кариес возникает на ранее неповрежденной эмали, которая не подвергалась лечению, например, рядом с пломбой. Соматические заболевания играют колоссальную роль в прогрессировании или развитии кариеса. Мы можем взять рандомное заболевание человека, и оно так или иначе будет влиять на кариес. Люди, которые болеют астмой, для лечения используют кортикостероидные препараты. Эти препараты уменьшают скорость саливации, а мы знаем, что слюна оказывает защитную функцию. Соответственно, недостаток слюны ведет к прогрессированию кариеса. Помимо гормональных препаратов, есть еще сальбутамол, который используется для купирования приступа. И в составе сальбутамола есть добавка, которая является субстратом для развития микроорганизмов. Поэтому мы информируем нашего пациента, если у него бронхиальная астма, он пользуется сальбутамолом, что после каждого приема необходимо прополоскать рот. Обычно они об этом знают, но все равно лучше повторить. Также можете ознакомиться с исследованием конкретно по астме. У лиц с хроническим заболеванием почек повышена распространенность патологии слизистой оболочки полости рта и воспалительных заболеваний пародонта. При заболеваниях центральной нервной системы, такие как детский церебральный паралич, эпилепсия, уже в детском возрасте повышается распространенность и интенсивность кариеса зубов. Ухудшается гигиена полости рта и состояние маргинального периодонта. Понятно, церебральный паралич, то есть тут достаточно хорошо должны родители следить за гигиеной, потому что здоровый человек зачастую не может следить за гигиеной полости рта, а тут еще такой отягощающий фактор. Сахарный диабет – это вообще отдельная история для полости рта. Идет значительное снижение активности амилазы, уменьшение количества белка в слюне, уменьшается скорость слюноотделения. Но самое главное, сахарный диабет очень сильно бьет по сосудистой системе. Из-за этого в целом страдает весь пародонт, и таким пациентам необходимо наблюдаться чаще. По поводу витамина D. Его нехватка приводит к сдвигам в амилобластах, что сопровождается гипоплазией эмали и уменьшением ее кариес-резистентности. Гипоплазия эмали – это врожденный порок, который характеризуется недоразвитием твердых тканей зуба в процессе формирования плода. За последние 5 лет витамин D обрел огромную популярность, количество исследований зашкаливает, и одно из них показало, что воздействие солнечных лучей обратно коррелирует с показателями кариеса. У людей, живущих в России, как правило, дефицит витамина D. Информацию про другие заболевания, которые я не озвучил, вы можете найти в этом исследовании. На сегодня у нас все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В дальнейшем я сниму другие части по кариесу, в которых мы рассмотрим клинику, диагностику и лечение.